Девчонки, всем привет! Сегодня видео будет полезное больше, чем интересное. Не будет никаких дизайнов. Расскажу про свои самые любимые кисточки и те кисточки, которые, я считаю, должны быть в арсенале у каждого мастера маникюра. Расскажу про все кисти поподробнее и давайте начнем. Первая кисточка с синтетическим ворсом, шестерочка, овал. Вот такой вот у нее код. Это кисть Рублев, она синтетическая, я ее использую для геля или нанесения базы из баночки. У меня таких кисточки две, то есть одна у меня для геля и одна для базы, для обычной. Если базу я использую камуфлирующую, то я просто протираю кисть о салфетку вот таким вот образом. И я уже могу ее использовать для камуфлирующей базы, которая у меня в банке. Можете скринить себе в процессе видео. Это будет очень полезно, так как многие мастера, заходя на сайты или в магазины, думают, какие же кисти на самом деле брать, какие нужны, какие не нужны. Про следующий набор я уже говорила неоднократно. Это набор тонкий завиток, кисть Страйпер и вензель от Юлии Белей. Кисть одна у нас 5,0, другая 10,0. Различаются они длиной ворса. Пользуюсь этими кисточками и одной, и другой. Очень ими довольна качеством, потому что пользуюсь я ими уже довольно-таки давно, но ворс меня совсем их не подводит. Этот набор я советую и всегда говорю, об этом наборе у меня только положительные эмоции. Следующие кисточки, это вот такой вот набор для лепки от ТНЛ. Он, кстати, стоил довольно-таки недорого. Здесь у меня разные кисти, какие-то скошенные, какое-то копытце. Копытцем я распрямляю, например, слайдер. Вот такую вот кисточку я использую для втирки. Ну а все остальные у меня вот преимущественно вот эти две идут для лепки. Так как кистей здесь было целых 5 штук, то набор получается по себестоимости очень недорогой. Ну, например, он стоил порядка 300 рублей, а одна кисточка такая 150 рублей отдельно стоит. То есть, и так как они многофункциональные, пользуюсь я абсолютно ими всеми, поэтому все их могу рекомендовать. Несмотря на небольшую стоимость, силикон, то есть это же силиконовые кисточки, и мягкий, и упругий одновременно. Хорошо сделан, хорошо прижат. Посмотрите, ручки, ничего не обдирается. Очень им тоже довольна. Следующая кисточка это Рублев, колонок ДК-13Р. Это значит, что ворс у нее натуральный. Колонок двоечка. Этой кисточкой я рисую разного рода акварельные дизайны, потому что она складывается в очень-очень тоненький кончик, если вот так ее прокрутить. И в то же время вы ее можете сплюснуть и делать ей, например, градиент. Вообще очень многофункциональная кисть, абсолютно советую ее к покупке. Эта кисть очень-очень клевая и очень крутая. Ну и как все кисточки Рублев, у нее достаточно качественный ворс. Сложено все аккуратненько, нигде ничего не торчит. Вот эти железки не отваливаются, как у самых дешевых кисточек. В общем, я ей довольна. И последние кисточки, которые я тестировала, сейчас скажу вам свое мнение о них. Все эти кисточки я заказывала на Inkosmetics. Ссылочку обязательно оставлю в описании под видео. Кому будет интересно, посмотрите. По цене они все достаточно разные. Какие-то есть подороже, какие-то подешевле. Вот эта кисть, например, Страйпер, она стоила вообще порядка что-то 80 рублей. Но вы знаете, мне она очень напомнила по своей длине, чуть-чуть по длине она, чем кисть Страйпер. Видите? И по густоте. Но все равно ворс у них отличается. То есть этот ворс, он более такой упругий, этот чуть более мягкий. И все равно эта кисточка Страйпер, она тонкая и линии она выводит лучше. Но честно, если приноровиться, то и вот этой кисточкой Runnail за 89 рублей, по-моему, прекрасные линии тоже получаются. Поэтому это кисть Страйпер, даже смотрите, мини Страйпер
от Runel Professional. Все кисточки я советую хранить вот в таких вот колпачках. И ни в коем случае не хранить их на столе в стоячем положении. Лучше, если все кисти у вас будут храниться в пенале. Последние две мои заказанные кисточки. Вообще я их заказала на самом деле достаточно давно, уже порядка, наверное, месяца назад. Но чтобы вам сказать какое-то мнение о них, мне все равно их нужно протестировать. И этими кисточками я осталась очень-очень довольна. Вот эта кисть нулевка, это кисть 2.0. Обе они колонок. Вот этой кисточкой прекрасно получаются фигурные вензеля, а вот этой кисточкой очень-очень удобно рисовать, так как она колонковая, то есть из натурального ворса. Поэтому она не забирает на себя много гель-лака, и после нее не остаются борозды при рисунке. То есть это очень удобно, очень экономит время, очень мягкая, податливая. Эти кисточки я опять-таки же рекомендую к покупке. То есть смотрите, получается, что по сути у вас идет две кисти с синтетическим ворсом, две кисти с колонковым ворсом. Еще вот такая кисточка колонковая, она многофункциональная. Силиконовые кисти не будем брать в расчет, кто-то занимается лепкой, кто-то нет. И обязательная кисточка вот такая. Кстати, уже как-то раз объясняла в одном из видео, почему я использую именно овал, а не квадрат. Ведь все гелевики, кто работает на гелях, все они используют квадратные кисти. Посмотрите, у овала кисть очень хорошо повторяет форму нашей кутикулы. Видите? То есть, а так как база, она распределяется намного легче, чем гель, и вы также можете развернуть кисть ребром и распределить этим ребром базу, а наносить вот в таком положении, в плоском. В общем, очень крутая кисточка. В принципе, любой синтетический овал размера шестерки вам подойдет. Четверка слишком маленький, а восьмерка уже слишком большой. Например, для мизинчика будет не так актуально. Еще хотелось бы отметить, как я очищаю кисточки. Вот у меня есть вот такая влажная салфетка, самая обычная. Перед началом работы вы кладете кисть, ее зажимаете и просто ее прокручиваете и вытягиваете. Не вставляете обратно, опять кладете, опять зажимаете, прокручиваете и вытягиваете. Таким образом вы ворс выводите в иголочку. Любой ворс абсолютно можно вывести вот в такой тоненький кончик. И он у вас прочищенный. Еще один совет небольшой. Если ваша кисточка задубела, то вы можете капнуть капельку топа на палитре и вот такими вот движениями покатать и размягчить ее топом. Тоже, кстати, получится очень хорошо. И она станет более у вас пластичной и послушной. Еще один маленький секрет. Если в кисточке у вас остался какой-то пигмент, например, ярко-красный или черный, и он никаким образом, совершенно никак не хочет у вас вымываться, вы также берете эту кисточку, смачиваете ее в топе, потом вы протираете, смачиваете опять в топе, протираете. Самое главное, не тыкайте кистью вот таким образом, чтобы портился ворс. Просто положили и пропитываете и опять вытираете. И тогда у вас, вы, кстати, увидите, как топ у вас выгоняет весь пигмент. И весь пигмент у вас останется на вашей салфетке. Можно использовать влажные салфетки, можно использовать обычные салфетки, смоченные в спирте. Кто-то говорит, что спирт очень портит кисти. Я всегда так делаю. Мои кисточки некоторые живут очень-очень-очень долго. Поэтому этот метод я проверила на себе, я могу порекомендовать так делать. Всем, кому видео было полезным, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал. С вами была Таня. Всем пока!